меня, блядь, нет, падла не показала в Донецке, я раком, блядь, по баррикадам лазил. Они что, охренели, что ли, блядь? Покажи мне свой товар. Фліски, це штани, фліски, штани. Здравствуйте. Как и обещал, сеанс экзорцизма для порохоботов. Только сразу попрошу, на меня обижаться не надо и меня комментировать не надо. Вы комментируете видео и по теме, пожалуйста. Итак, по информации, которая мне доходила на протяжении последних 2 недель, Петра Алексеевича ожидают громаднейшие проблемы. Тут, в принципе, нет никакого большого секрета, но просто мне стало известно, что Медведчук дал не просто какую-то информацию, там что-то для следствия, дровишек в огонь подкинул, не так. Медведчук дал исчерпывающие просто данные, полностью это все явки, пароли, весь бизнес, который их связывал с Порошенко, все эти ужасы и мраки, которые они вместе с ним творили. По сути дела, у нас было АТО, у нас была проблема, у нас были аннексированные территории, у нас точно так же погибали ребята, но для него это не было помехой для того, чтобы делать бизнес, а вам в камеру рассказывать совершенно другое. Откуда у меня эта информация? Конечно, как всегда, частично прочитал на заборе, частично анонимку подкинули в почтовый ящик. Это, конечно, я не от себя говорю. Давайте, чтобы сразу было ближе к теме. Возможно, часть из вас не слышала и не видела этого. Возможно, часть слышала. Я вам сейчас покажу старые, очень старые пленки, а точнее аудиозапись, телефонная прослушка, как Петр Алексеевич общался со своим персоналом, в то время с управляющим 5 канала. Вы сразу же, кто хочет, даже только по этой записи разберетесь, что человек декларирует, какое поведение он декларирует на камеру, к своему электорату горемычному, и какая его сущность на самом деле. Послушайте, пожалуйста. Алло. Владислав Евгеньевич. Да. Здравствуйте. Пожалуйста, я с Порошенко вас соединю, хорошо? Да. Алло. Да, Петрович. Да, ну, я вот еще раз просмотрел канал. Мне, конечно, очень приятно, что у нас Погребинский на канале такую роль занимает. Я доволен тем, что у нас таким образом освещено, что у нас Донецк против Ющенко. Значит, дружище мой, ситуация на канале просто неконтролируема. Я это тебе говорю. Информационный блок на канале, за который ты лично отвечаешь. Лично ты. Я тогда прошу, давайте убирать к чертовой матери людей, которые звездочки. Тогда я буду отвечать лично. Пожалуйста, ты отвечаешь лично. И ты можешь в любое время вносить предложение об убирании звезд и об прочей хуйне. Они, блядь, у нас пока лица канала. Не больше и не меньше. Вот вам сверстали, дорогие мои, информационный блок. Вот вы его читаете. Вам не нравится то, что читать? Пишите заявление и идите нахер. Значит, я тебе еще раз говорю, ладно бы они сделали что-то там, вот там что-то нас не показывают, вот, просто неинтересно, бестолково, блядь, безумно и неправильно сделано. Вот я не знаю, кто ездил, какой корреспондент ездил. Ездил, я вас встречу, Петр Алексеевич. Шевченко был лично. Так что он снял, блядь, и каким образом монтируется, блядь? Он лично это снял, где тот Шевченко? Уехал сегодня события куда-то в Мелитополь. Куда-то по своим делам. И я с ним борюсь на протяжении всего этого полугода. И если это вопрос... это нарушение авиационной политики. А потом Ира говорит, он милый мальчик, давайте с ним работать дальше, он добрый и хороший. А потом начинаются разборки. И меня потом получается, что потом косвенно, я буду вас подставлять, и мне это не нужно. Кто говорит добрый и хороший? Человек уехал, не выполнил распоряжение. Когда надо было готовить прямой эфир, он поехал в Мелитополь. Иди нахер, иди в Мелитополь и делай себе областное телевидение. Посмотришь, где тебя возьмут. Подождите, если бы это были просто люди, которые пришли с улицы, 5 секунд бы их не было, к чертовой матери я бы выгнал. Мне до люди пришли. Мне до жопы, откуда они пришли? До жопы. Понял? Я тебе за час найду, блядь, журналистов, блядь. За эти бабки, которые они получают. Если такая позиция, считайте, что этот вопрос уже не стоит. Будут стоять нормальные люди, которые будут нормально освещать. Пожалуйста, блядь, твоя программа, блядь, так ее я не буду ставить в эфир. У меня нет программы «Час» с Андреем Шевченко, понятно? У меня своя информационная программа на моем канале, за которую я плачу бабки, блядь. Это я понимаю. Платят, мрази. Петр Алексеевич, это я понимаю. Я не понимаю, только... Меня, блядь, нет, падла не показала в Донецке, я раком, блядь, по баррикадам лазил. Они что, охренели, что ли, блядь? Короче, Червоненко там, блядь, у нас главные, нахуй. Вы кого пиарите, еб вашу мать, блядь? Что, блядь, делается, блядь? Идет событие, так может ты в жопу оторвешь, поедешь, блядь, в Донецк, а не в Винницу.
Лисиченко виноват только, блядь. В Донецке ситуация. Поедь в Донецк, дорогой мой. Потому что, блядь, если они звезды, так ты и есть там, блядь. Понимаешь? Да, это я понял. Это я понимаю, и однозначно это моя вина. Какая твоя винница нужна? Вот объясни мне. Я не покупала даже. Я не знал. Просто, что... Ты не знал, что в Донецке съезд? Ты не знал, что в Донецк едут люди? Читай анонсы, Влад. Нет, когда аккредитовывались, я не знал, что будет все так хреново. Если бы я знал, я поехал... Вот в этом весь Петр Алексеевич. Я там раком ползаю, а ты непонятно кого показываешь, там Червоненко и остальных. А где этот Шевченко? Кстати, Шевченко с 5 канала, бывший ведущий, это мой земляк, тоже с Фастова. Но дело не в этом. То есть эти все флиски, штаны, вам там зимно, вам там холодно. Покажи мне свой товар. Фліски, це штани, фліски, штани. Это все только игра на публику, на камеру. И как я говорю, я вывел такую шутку небольшую, в которой, конечно же, доля шутки. Зеленский из клоунов президенты, Порошенко из президентов клоуны. Это лично для себя я так вижу, хотя меня дико раздражало, когда люди называли Зеленского клоуном. Но сейчас, и я его, кстати говоря, даже сейчас так не называю. Но к этой шутке это я считаю вполне уместно. Що міць Збройних сил України така, що якщо по нам буде нанесено удари знову з території Білорусі, буде наступ, як це відбулося 24 лютого, коли я разом з нашою командою вимушені були зі зброєю в руках 2 місяці захищати Київ, ми цього більше не допустимо. Возвращаясь к будущему Порошенко, оно не просто туманное, оно по сути обречено, потому что у Зеленского принято решение Порошенко посадить. Самое интересное, я всегда вам это декларировал и продолжаю, и буду продолжать говорить, потому что я так думаю, я так чувствую. Я против всех политических посадок, даже в том числе по таким персонажам, как Порошенко. Но здесь эта посадка, я надеюсь, не будет даже выглядеть как политическая. Я надеюсь, что обществу откроют исчерпывающие эти факты, информацию, которую передал Медведчук. Медведчук рано или поздно тоже отправится на концерт Кобзону. Об этом негодяе говорить даже не хочу. Но Порошенко с этим негодяем, опять же, по этой информации, успешно сотрудничал. Очень денежно, очень хлебно и даже понятийно. Сторонники Порошенко спросят, а какой же был мотив у Медведчука выдавать всю эту информацию? А Медведчук совершенно другого поля ягода. И он прекрасно понимал, кто такой Порошенко, и использовал это для себя как, вроде бы как ситуативную выгоду, хотя, кто не знает, они очень давние бизнес-партнеры, и их отношения связывают уже десятилетия. Но здесь он попал в ловушку, Медведчук, он же совершенно не так планировал, как все случилось, ему еще перед Путиным предстоит отчитываться и так далее, и так далее. Поэтому это была просто подлянка напоследок для Порошенко. Он расставил для себя все точки над «и». Но я надеюсь, что и с Медведчуком, и с Порошенко наступит час расплаты, потому что это принципиально важно. Что делает сейчас Петр Алексеевич? Продолжают клоунады, какие-то поездки, вот там про НАТО он что-то рассказывал. І ніхто вже не здатен ні протистояти, ні зупинити цей процес. І дуже важливо, що на сьогоднішній день ця норма знаходиться в Конституції України і підтримана українським народом. Більшість народу, членів НАТО, за вступ України в НАТО. Це також досягнення українських збройних сил і українського народу. Я хочу еще раз остановиться немножко с научной точки зрения про таких личностей, как Порошенко. Смотрите, в чем особенность таких, как Петр Алексеевич. Такие люди, они без власти... Вот Петр Алексеевич просто сумасшедший богатый человек, колоссальными ресурсами обладает. Но он просыпается утром, и он неполноценный. У него сахарный диабет, непростой. А он все равно себя чувствует неполноценным. Вместо того, чтобы созидать, делать какие-то великие дела, как я говорю, хочешь развлекаться, купи футбольный, баскетбольный клуб, еще что-нибудь сделай такого плана. И там развлекайся, самореализовывайся уже в другой плоскости. Нет. У Петра Алексеевича тоже эта болезнь, как и у Тимошенко, и у прочих, и у прочих. Они очень плохо, невероятно плохо себя чувствуют, вот как вы, если вас лишили воздуха или воды, примерно. Если бы вам отдавали там подышать минуту и 20 секунд потом кислород перекрывали. Для вас это некомфортно. Вот так для них примерно некомфортно быть без портфеля, без руководящей должности, без хоть чего-нибудь. Ведь Порошенко всю жизнь, он с юности богатый человек, потому что ему все это отец, по сути, организовал. Бывшая советская номенклатура. Это не человек там с бедной семьи. Но он все равно продолжает себя чувствовать неполноценно. И свои амбиции реализовывают не в открытом рынке. Запомните, кстати, Порошенко не бизнесмен,
что важно, и никогда им не был. Этот человек всегда работал, как и его отец, в связке с государством. Там все четко, только зарабатывалось только с государством. В рынке он сам никогда ничего не делал, не делает и делать не в состоянии. Кто такие парохоботы? Это такие же, как и зелеботы. Это люди, тоже категория людей своеобразная, у которых существует только или-или. То есть, вот смотрите, как они делают. Они сейчас это видео увидят, и поверьте мне, 99% из них не зайдут на мой канал, не посмотрят вообще мою позицию, что я предлагаю, даже не зайдут в раздел обо мне и не почитают, кто я, где я живу, чем занимаюсь. Что они сделают? Они напишут: иди, зеленый, за зеленую власть, Ермак тебя купил. Вот такое будут писать. Я вижу это по шорцам, которые я выпускаю про Порошенко, они так всегда делают. Зелеботы то же самое. Сейчас я, где ругаю Зеленского, они меня называют порохоботом. Не пытаясь даже разобраться, что на самом-то деле я продвигаю конкретные идеи, а не зацикливаюсь на каких-то фамилиях и, не дай бог, ни к одному или к другому лагерю не принадлежу. Порошенко игрался с Минскими соглашениями, которые нам потом вылезли боком. Когда случилась война, и это, кстати говоря, Порошенко мастер, как спасаться, и я считаю, кстати говоря, у него гораздо живее ум, чем у Зеленского. Вот мне рассказывали, что Зеленский, у него такой живой ум, он такой юморист, такой комик, так быстро может реагировать. Я по его видеовыступлениям, суфлера, по его интервью вообще не вижу никакого живого ума. Я бы сказал, Порошенко, надо отдать должное, чирикает гораздо лучше, гораздо более смышленней, умнее и гораздо более живее может отреагировать на ту или иную ситуацию и симпровизировать. Так вот, эти Минские соглашения он все переиграл. И уже в видео рассказывал, что это была ловушка, что это был способ потянуть время, 4,5 года, чтобы построить, цитирую, самую сильную в Восточной Европе армию. Где этот Укроборонпром? Если ты ставишь задачу такую армию построить, она должна быть профессиональной, контрактной, с нормальной системой рекрутинга, а не под руки, как сейчас берут и военкомат. Ты должен был тогда уже все это выстроить. Но самое главное, ты должен был легализовать ЧВК, то есть частные военные компании, как отдельный бизнес, и ты должен был сделать так, чтобы весь оборонный сектор, то есть все производство оружия, патронов, всего, что связано с милитари, все должно было быть частными. Потому что, напоминаю, все то оружие, которое сейчас получает Украина от западных партнеров, оно все частное. Но многие это понять не могут. Они живут в мантре, стратегічні підприємства повинні бути державними. И последнее по поводу Порошенко. Это очень важно обращать внимание, каких людей такая персона берет себе в команду. У них с Зеленским один и тот же принцип. Они берут людей, с которыми им удобно работать, а не людей, с которыми продуктивно работать. Почему так происходит? Потому что изначально не ставится никакая задача. Если бы Порошенко ставил задачу, как он декларирует сейчас, построить самую сильную армию в Восточной Европе, он бы подбирал бы людей, которые бы все это ему организовали. Если бы он ставил задачу сделать контрактную армию, он бы тоже подбирал туда таких людей. И так по всем отраслям. По экономике у него рулила Южанина, Гонтарева у него положила всю банковскую систему, уничтожила все. Южанина херней страдала, такой же, как сейчас страдает Гетманцев, только, конечно, она и думать не могла, что можно настолько беспредел устроить. Единственное, что я тоже хочу быть справедливым, отдать должное, я не знаю, каким чудом Порошенко, если вы помните, ввел закон новый о растаможке, когда стало возможным США отовсюду с большим объемом двигателя машины с низкой растаможкой привозить. Это, конечно, единственное, наверное, его достижение за весь срок президентства. Но возвращаясь к команде, посмотрите, кто его окружает. Опять эти добробаты, самые разные, какие-то вот эти вот Полтавы, еще там кто-то. Но отдельное слово стоит сказать о таких, как Ирина Геращенко, повторяю, политических проститутках, Лесик Гончаренко, которые маму родную продадут, лишь бы быть поближе к вождю. И абсолютно без идеологии, как она на сцене, помните, на стадионе ползала на колени, падала, чтобы на камеру, и смотрела, чтобы камеры это сняли. Точно все как Порошенко. И Зеленский действует точно так. Вот ему Богдан пришел, порешал вопросы, заменил на Ермака. Ермак просто удобный человек, Зеленский ни в чем не разбирается, и многое отдано просто под слово. Внутреннее управление государства, по сути, сейчас в Украине осуществляется под слово. И по принципу, напоминаю, мафиозному, кто не с нами, тот против нас. То есть ты должен быть только за Зеленского. Если у тебя есть какие-то нормальные идеи, и ты вообще за идеологию, и ты пришел туда делать дела, ты не подходишь. Ты должен быть безмерно предан президенту и всегда быть на одной волне с всем этим кодлом. И вот Порошенко то же самое делал и хочет делать. И я сказал вам уже, придет время, я расскажу и как армия Мовавира привозилась, с кем она привозилась, как это все делалось.
И я это делаю не для парохоботов, вы не подумайте. Я это делаю для людей. Есть 10-20% людей, которые хотят разобраться в происходящем. Вот для кого я это делаю. Не подумайте, пожалуйста, что это или другие видео создаются для того, чтобы переубедить парохоботов, чтобы они прозрели. Нет, это не моя аудитория. Это люди, которые куда и ветер, туда и они. Потому что эти люди, которые я уже рассказывал, у них или-или. Они совершенно не хотят пытаться даже мыслить. И им самое главное, это, таким людям нужен рабовладелец. Что вождь скажет, то я и буду делать. Главное на этого вождя всю ответственность переставить, верить в лучшее и с розовыми очками жить, что все будет хорошо. Я приглашаю всех в воскресенье на стрим 19:00. Прямой эфир, ответы на вопросы, много интересных тем. Их Порошенко захотите обсудим. Присоединяйтесь, это интересно, это важно. Аудитория растет. Когда небольшого канала у меня много аудитории на прямых эфирах, более 3000 человек, я всех вас тоже приглашаю. И очень прошу подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк, комментарии тоже жду ваши, только по теме. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.